середина октября. Еще 2 недели назад мы думали, что мы завершили летний походный сезон, но выдалась теплая погодка, можно сказать, бабье лето. И идем в небольшой походик по низкогорьям. Ручей Каменка. И даже с ночевкой. Нам сейчас надо выйти на тот гребень. Но лучше здесь в лоб не лезть, а идти по серпантину. Тупик. Но это дорога в тупик. А идти можно. Погода просто замечательная. А уже почти середина осени. Поднялись на гребень. Последние дома. Внизу красивый вид на город. Еще не замутненный. Погода замечательная. Ну, прохладно все равно. Октябрь месяц. Вон башню видно. Сегодня у нас рюкзаки тяжелые. За счет того, что я несу 5 литров воды, Ира 3 литра воды. Так как туда, куда идем, отдыхать, ночевать, там воды нет. Прошли всего 1,5 километра, но таких довольно-таки тяжелых. Очень круто здесь. И здесь начались грушевые сады. Здесь вообще везде грушевые, яблоневые сады. Яблоневые чуть дальше, выше. Здесь груши. Это все, конечно, сейчас бесхозное. Деревья дичают. Все было посажено при Советском Союзе. Вроде это пока ничего не прихватизировано. Немного собрали. Сейчас, покушать. Да, сейчас поедим и потом еще глюкоза, клетчатка, витамины. Жидкость. Да, воду экономим. Это дополнительный источник воды. Вот уже и яблочки пошли. Прошли всего 2,5 километра. Здесь высота 1600 метров, примерно как Медеу. Отличная площадка среди сосен. Ровные площадки. Отличный вид на город. Вечером сядем на эту скамейку, будем любоваться. Прям рядом. Набрали, можно сказать, всего 300 метров высоты. Это палатка. Пока еще все не разложили. Очень красиво. Долгожданный обед, как всегда. Сублимированный борщ домашнего приготовления. Сверху белый — это сушеный йогурт вместо сметаны. Также овощи, помидорки, огурчики. Цельнозерновой белковый хлеб с семечками. Горячему шоколаду. Яблочный пирог, насыпной яблочный пирог. Всем приятного аппетита. Там наша палатка. Можно сказать, далекие горы. И близкая гора Динамо.
Мы даже хотели пойти куда-нибудь повыше в горы. Но на прошлые выходные гуляли здесь и решили прийти сюда. И ни капельки не жалеем. Хоть здесь и невысоко, но здесь зато такой замечательный вид на огни города. Сидим на скамейке и любуемся. Переночевали. О, полетели утки или гуси. На юг полетели, кстати. А куда им лететь? Ночь была теплая. Сейчас собираемся завтракать с видом на город. Небо затянуло тучками. Ночь была, как я сказал, теплая, но не очень спокойная. Здесь кроме звука машин, лая собак, доносящихся из-за Каина, с Каменского плато. Но это не мешает. Еще и гости всякие приходят в виде представителей местной фауны. Слышали визг кабанов рядом. Конечно, и елики вездесущие, белки тут скачут, елики рычат. Также коровы с колокольчиками. Это все среди ночи. Пришли, обступили палатку и с любопытством смотрели. Ну, после ужина пришла лиса. Мы уже все убрали со скамеек. Вот с этих скамеек, кстати. И вот она оттуда пришла. Увидел два горящих глаза. Пошел в ее сторону, но она не убегает. Я ее так хорошо разглядел. Крупная такая, пышная шерсть. И не уходит. Я отошел к палатке, она пришла к скамейкам, тут обследовала, ничего не нашла, потому что мы ничего не роняли. Пошла в нашу сторону. Я на нее покрикивал, она не уходит. Мы пошли, сели на скамейку, она покружилась и ушла. А почему подходит? Потому что прикормленные животные, их не надо вообще прикармливать. Хотя, надо сказать, что зимой мы тоже прикармливали. Жалко было лису. А вообще не надо этого делать. Они подходят. Хорошо лиса. Нет, и лиса плохо. Если укусит, может и бешенством заразить. А если это будет медведь прикормленный? Вот я о чем. Это наш завтрак. Пока еще не заварили, это у нас новинка. Ржаные хлопья. Попробуем. Сухое молоко еще добавили. Также бутерброды с сыром, с пармезаном. Булочки. Сушки. Повидло. Кофе. Повидло, кстати, с яблок, которые мы собрали здесь неделю назад. И кофе Карте Нуар со сгущенкой. Приятного аппетита. Это хлопья в готовом виде. Уже попробовал, очень вкусно. Сюда еще маслом. Да, масло добавили топленого. Такие на вид. Угу. Очень вкусно. Угу, да, вкусно. Угу. Мне нравится. Для разнообразия вообще годятся. Не все время же овсянку. Сбор барбариса. Здесь его очень много. Уже подсохший, но вполне съедобный. Красовые сушить надо. Сколько уже собрала. Вот. Дары осени. Все, собрались.
Покидаем это уютное местечко. Сейчас пойдем в сторону горы Динамо. Колокольчики звенят. Это, возможно, наши ночные гости там поднимаются. Гора Динамо. Высота 1690 метров. Прям под ней ночевали. С лесенка можно залезть. Там наш город. Указатель стоит, раньше не было никаких здесь указателей. Кокжайляо 7,5 до остановки, 4,5 500 метров до Аккаин. Вот туда в Аккаин, Кокжайляо, а мы идем туда, Мокрый Ключ. Спустились к ручью Мокрый Ключ. Вода чистая. Можно пить. Да, прозрачная, по-моему. Ага. Если туда идти, потом направо, можно выйти на вертолетку, потом в Бутаковку. Там же находится кордон лесника, а мы хотим пройти немножко по этому ущелью, очень красивому. Спускаемся по ущелью Мокрый Ключ. Здесь идет грунтовая дорога. Внизу сам ручей Мокрый Ключ. Очень глубокий каньон он проточил. Такой маленький ручеек и такой глубокий каньон. Прошли примерно 5 километров, вышли к жилью, как бы можно сказать, вышли в Малоалматинское ущелье. Сейчас идем по Теренкуру. Идем вдоль русла речки Есентай, Весновки. Мы во время ковида здесь последний раз гуляли. Здесь были такие тяжело проходимые
места. Временами через забор перелазили, заходили на территорию этих небожителей с вертолетными площадками и дворцами, но никто тогда нас не остановил. А сейчас, смотрю, им пришлось чуть-чуть посторониться. Жалко, что не полностью. Но все-таки полностью потеснить не удалось. То есть приходится обходить. Перекрыто прямо русло реки, пойма реки. А мы по тому берегу, по правому так и шли. Перелазили там. Где-то здесь, по-моему, вертолетные площадки. Сейчас посмотрим. А мы думали, напрямую будет. Нет, не у всех можно забрать обратно. Вот вертолетные площадки. Вид такой подзаброшенный. А когда мы прям по этой территории залезли там через забор, перешли мост. Вот долгострой. Ну, даже заброшенка, по-моему. По-моему, отель какой-то строили, что ли. Вышли на улицу Оспанова. Идем в сторону моста. Еще метров 500 нам. Всего получится 7,5 километров. Вообще, конечно, с такими рюкзаками здесь не очень ходить. Наверное, мы первые, кто здесь с ними прошел. Но очень хороший маршрут. Прогулка для похода выходного дня. Можно начать прямо отсюда, с моста, и дойти аж до Аккаина. Или можно комбинировать. То есть мост, Хиринкур, Мокрый Ключ, Аккаин. Вот так. Или можно в Бутаковку уйти. Это покороче будет. Километров, наверное, 6. Где-то так. Ну, от места нашей ночевки. А так 10 будет. Если Аккаин и мост.